Вспоминая начало этого года, это был буткемп в декабре. Мы играли первую DPC-лигу. Сыграли ее, кажется, 7-0, всех выиграли. Но при этом уже у нас были некоторые в нашей команде трудности, с которыми нам пришлось тогда справляться. Но я бы не сказал, что они тогда были какие-то большие или прям вот критические. Мы с этим справились, выиграли лигу, разъехались. Мы поехали форсированно на турнир Дубая. Вот с того времени, наверное, и начался такой мини-стресс у каждого игрока. У всех были трудности, и нужно было что-то с этим делать, нужно было как-то все перестроиться резко в своей жизни. Помню, как мы обсуждали нашу подготовку к этому турниру, да и вообще целесообразность поездки на него. Рассматривали это как хорошую возможность, чтобы поиграть с крутыми командами, и призовой там был, кажется, неплохой. Но 24 числа началась война, и, собственно, это стало большой проблемой для нас. Да и вообще тогда мысли, я помню, не об игре были, нам вообще было не до тренировок. Короче, тогда была реально жопа, можно сказать. Если честно, я этот турнир даже плохо помню. Там как-то все было очень... В общем, не до него было. Мы его сыграли, проиграли, и как-то даже какого-то акцента на нем не было. Случилась война, там все были немного в таком подвешенном состоянии, не понимали, что вообще происходит. Все паниковали, кто-то боялись. Больше, конечно, нашим украинским друзьям было не по себе. Мы во время игр прям чувствовали, что Илюхе, как бы сказать, нехорошо, что ли. Чувствовалось, в общем, давление, которое на него свалилось. Все-таки у него же семья была в Украине, и вообще город, в котором он жил, там тоже было неспокойно. Никто не знал особо, что делать, как вообще быть, как лучше поддержать там человека. Также, я помню, постоянно переживали за мир, он-то оставался в Украине, и мы там всячески следили за тем, как у него там ситуация, что-то спрашивали, там, у него общались, пытались как-то тоже его поддержать. Ему, так сказать, тогда вообще было незавидно. Если честно, если бы меня спросили, что бы я хотел поменять к примеру, одну вещь какую-то в прошлом, я бы, скорее всего, не играл бы турик в Дубаях, потому что нам было точно не до него. Нам как бы надо было больше о другом думать, нежели чем о турике. И этот турик, как я уже сказал, он был таким... Мы его как бы сыграли, нам всем было так похуй. К тому же мы играли еще не полным составом, и нас это очень вообще не волновало. Типа этот турик, он просто был своеобразными КВ. Наша организация переезжала, и поэтому мы сразу же поехали в Белград. Это было, скажем так, довольно неожиданно для меня, не знаю, как для другой части команды, в том плане, что нужно делать это, что нужно будет туда переехать, там жить. Поначалу в Сербии жилось нереально сложно. Первые дни мы вообще были плюс-минус сами по себе. Организации нужно было обустроить рабочее место, потому что там все-таки лига уже была плюс-минус на подходе. И нам нужно было все это в кратчайшие сроки как-то сделать, организовать. Из-за того, что у нас была неопределенность, и, в принципе, когда ты приезжаешь в другую страну, на новое место, что делать? Что делать? Ты обычно сразу убиваешься в рутину, в то, что делаешь обычно. В итоге мы примерно месяц сидели, просто играли с отеля. Вероятнее всего, игроки... Как потом уже, по крайней мере, мы узнали, игрокам это было в минус, и действительно лучше бы они там либо играли паблики, либо ничего не делали. Я помню, что мы много очень писали писем в Альве разработчикам, организаторам, подрядчикам, чтобы понять, будет ли лига, в каком формате она будет, когда она будет. И все это время мы тренировались. Я там занимался тем, чтобы в самом начале перевести свою семью в Польшу, всех своих родных забрать, чтобы у них все было там хорошо, комфортно. Меня это больше заботило. Буткемп был в холостую, по сути, и это незнание того, что будет дальше, я думаю, максимально не только меня, а всех остальных тоже угнетало. Ввиду всей ситуации вообще, стресса, который мы пережили и до сих пор переживали в тот момент, тренировки не сказать, что проходили благоприятно. У нас было немало конфликтов в тот период. Не чувствовалось отдачи, мало было как-то энтузиазма вообще. Никому не хотелось играть в тот момент. Не было такого прям искреннего, яростного желания играть, побеждать. Мы как будто играли, будто так надо. Илюха был очень сильно подавлен, и у Мира, когда
приехал, тоже был очень сильно подавлен по понятным причинам. В то время были конфликты на почве того, что не все максимально вот старались. Там, допустим, я, в принципе, не особо сильно доту играл, не так много пабликов, недостаточно того, чтобы быть в хорошей форме, и поэтому на КВ это тоже как бы отображалось. Какие-то непонятные, честно, тренировки были, потому что чувствовалось, что у игроков не хватает где-то мотивации. Мы думали, что мы играем в холостую, потому что была неопределенность, будем ли мы играть или нет. Турнир, но потом турнир состоялся, как мы поняли, и как нам объявили. И мы подошли в некотором разобранном состоянии. Даже при учете того, что мы играли КВшки, мы играли их максимально посредственно. Мы ждали, что будет вот-вот сезон, а его все не было, и что-то так это достало. Потом мы перестали играть, уже смирились с тем, что сезона не будет, и тут внезапно объявляют, что вот он буквально через 2-3-4 дня. Я решил посмотреть пару наших КВшек перед вылетом. От того, что я увидел, я охуел. Я даже не знаю, как это описать. То есть мы играли отвратительно, мы играли хуже, чем мы играем обычно, в раз 50. У нас было много очень проблем и недовольства друг к другу. Что, в принципе, потом и всплыло на этом мажоре, на который мы отобрались, уже в Швеции. Все полетело по пизде. В плане того, что внутри команды было очень много ссор уже на самом мажоре, в группе. Плей-офф уже я даже не считаю, потому что это уже был как бы итог того, что происходило, пока мы играли эти группы. Я на тот момент понимал то, что мы не выглядим настолько сильными, у нас как бы вот изнутри все настолько, скажем так, разрозненно выглядит. Саня очень плохо играл этот турнир. Люди перестали, наверное, в него верить банально. То есть, потому что тот перформанс, который он показывал, он был прям плох. Я очень часто был недоволен драфтами, и я, наверное, вот именно в этом плане тоже часто выражал свое недовольство, потому что я ненавижу проигрывать. Когда из команды, которая всех побеждает, мы начали превращаться в команду, которая всем проигрывает, я начал уже беспокоиться, начал уже где-то лишнее эмоционально себя вести, и именно вот в этом тоже проблема была. Мы были вообще в плохой форме, мы были слишком сильно разуверены в наших способностях. У нас были постоянные сомнения в том, что пикать, кто кем хочет играть и так далее. Начали закрадываться такие мысли, что мы не стакаемся как команда, либо кто-то начинает слишком плохо играть. Мы очень много говорили о том, что у нас Саня не доигрывает, что он вот вообще сильно очень подсдал, и он это сам все прекрасно видел, он это примерно понимал, и у него действительно были плохие игры. Кажется, у него тогда были проблемы со здоровьем еще. Айрат тогда точно как-то не выдержал всего, что уже происходило. Саня тогда тоже был на эмоциях, да и вообще у нас в команде тогда много кто был на эмоциях, и тяжело нам этот турнир очень давался. Мы понимали, что мы одна команда, и нам сейчас нужно вместе стараться, идти к общему делу, к победе, и играть как команда, отдавать себе отчет о своих словах, о своих действиях. Но в этот раз, когда мы поехали на Стокгольм Мейджор, этой магии не случилось, и у нас остались те же проблемы. Мы проваливаемся полностью на турнире. У меня, наверное, за все время, пока я в Spirit с Саней, было больше всего конфликтов. Я думаю, у нас между нами двумя были постоянные какие-то терки и ссоры. Все время мы пытались выяснить, кто прав, кто хуесос. Притом это были ссоры, я бы сказал, не бытового характера. Это были ссоры именно на почве игры. В плане быта я бы сказал, что Саня достаточно добрый, спокойный человек, и с ним легко общаться. По факту, через время я согласна с тем, что, наверное, там мы чуть ли не задисбандились. Все понимали то, что какой-то пиздец происходит уже в команде, и нужно это решать. Если мы это не решим, то мы замкнемся просто на этом моменте и больше никогда не раскроемся. И будем так всю оставшуюся карьеру так играть. Когда мы уже прилетели обратно в Сербию, турнир для нас полностью закончился, мы решили, что нам определенно нужно провести командный разговор, где мы все соберемся, постараемся в открытую все сказать, высказаться друг другу. Кто-то не высказался до конца, кто-то высказался. Но целиком и полностью решение было принято такое после этого дискусса, что мы оставляем все как есть. Мы поговорили друг с другом то, что нам надо взять себя в руки и перестать делать хуйню, больше тренироваться, больше играть и просто спокойно доиграть уже в этом составе сезон. Сразу скажу, это было непросто.
я помню главную вот мысль Никита до нас довел, что на его опыте уже было немало команд, которые расходились. Хочется постараться как-то команду рефрешнуть, как-то вот постараться открыто поговорить, постараться снова поверить в людей, с которыми вы играете. Очень, очень важно и полезно в какой-то момент остановиться и просто посмотреть на себя со стороны. Благодаря этому лично я понял, что я был неправ в многих моментах и решил измениться. Это было нелегко, но я старался, а я же не в одиночку играю, не в одиночную игру. Нужно все равно учитывать мнение всех и пытаться в коллективе работать. Я не скажу, что тут там только был вопрос в Сане, там скорее просто был вопрос о всех. Претензии были к Ярику, мне кажется, то, что он недостаточно отдается игре, и на таком важном турнире выяснилось, что Ярик просто максимально устал физически, морально, ему нужен какой-то отдых, что он просто не вывозит. Можно ли сказать, что вообще разговор на что-то повлиял? Я думаю, определенно да. То есть первые наши тренировочные игры и официальные игры, они были действительно другими. В частности, изменился вот Саша, он стал вообще по-другому себя вести, и он действительно видно было, что он изменился и старался. Хотя я помню, в то же время подмечал, будто другие игроки, наоборот, на фоне него как будто вообще не изменились. И чувствовалось, будто в них, наоборот, теперь им не хватает от этого какого-то запала, как будто им нужно теперь вставить, грубо говоря. После Симтолка мы это когда уже все обсудили, я думаю, он нам действительно помог. Мы прям выговорились, и все начали как-то меняться в лучшую сторону, именно избегать таких случаев, которые у нас были до этого. Круглый стол, в моем понимании, повлиял, но не особо. Наверное, он помог пережить какой-то определенный вот пик, да, недовольства, но в общем и целом ничего не изменилось. Если говорить о состоянии команды во время третьей лиги, то, в принципе, формат такой лиги и до этого нам проблемы доставлял. И до этого мы все были недовольны. Я помню, даже на собрании менеджеров и Вальвы мы поднимали этот вопрос о том, что нужно что-то менять, потому что лига превращается не в какое-то там спортивное состязание, а просто в рутинную работу. Вот. Пошла рутинная игра, мы играем КВшки, потом играли официалку раз в 2 недели или в неделю, я уже точно не помню. Мы играли официалку, потом опять это начиналось, и так по новой. И в итоге ближе к середине, к концу наш уровень игры максимально просел, потому что многие стали лениться, то есть банально даже не отыгрывать матчмейкинги. Там у Ярика было 9 ММов за неделю, при том, что как бы ММ перед КВ обязателен. То есть у Миры было 10. Индивидуальной формы не хватало. Вот в тот момент, по моим ощущениям. Лично у меня тоже не очень хорошая индивидуальная форма была. Не знаю, возможно, это было связано с тем, что я как-то пытался по-другому себя вести в некоторых моментах и слишком много думал, возможно, я не знаю. Когда мы играли лигу, мы примерно понимали, что мажор будет в Америке, и не факт, что у нас получится у всех визы получить, а то и вообще даже не будет возможности попытаться их получить. Поэтому мы старались лигу именно выиграть, занять первое место, чтобы получить достаточное количество очков для того, чтобы попасть на International напрямую. И, наверное, когда мы не сделали это, мы, получается, прошли на мажор с 3-го места. Довольно сильно это по нам ударило. Мы понимаем, что, скорее всего, мы не поедем, потому что виз у нас нету, записаться куда-то там невозможно. В итоге нам пришел как раз инвайт на Рияд в Саудовской Аравии, мы поехали на Рияд. На Рияде все было изначально плохо. Игра шла очень плохо, у всех были проблемы с коммуникацией. Мага очень много был недоволен игрой своей, он ныл. Он был недоволен игрой команды, ему все не нравилось. Саня играл тогда плохо, можно сказать, прямо. Он играл плохо, и у нас постоянные были споры по поводу того, каких героев ему пикать. И мы уже и героев запрещали, то, что там мы не будем пикать Пака, мы не будем пикать то, мы не будем пикать Зевса. Мы потеряли немного доверия к нему в плане вот игровом.
Димон должен был уехать в Сербию. В итоге его рейс задержали, он приехал к нам обратно. Не знаю, он то ли почувствовал, то ли заметил, что что-то вообще не так, что-то какая-то херня у нас в команде вообще происходит полная. Он сразу как-то пошел по отдельности плюс-минус, поговорил со всеми, поговорил со мной. Ну, мы там с ним, помню, собрались. Я ему там высказался о том, что у меня уже накопилось на душе. И он дал нам такое последнее наставление перед тем, как уехать, что мы занимаемся... Ну, это просто цирк ебаный. Лично я так вижу. То, что это просто цирк. Нам надо больше верить в себя, Димон сказал, в тиммейтов, не запрещать героев, как-то больше организованно играть и верить друг в друга, потому что, ну, мы команда или кто, как говорится. Если мы хотим, чтобы все было хорошо, мы обязаны Саню сами его заряжать, подбадривать, подсказывать, максимально пытаться улучшить его игру. И это, в принципе, сработало. Мы так и сделали. Мы, в принципе, сами себе дали пощечину, типа, что мы вообще вот творим. У человека, в принципе, тяжелый период, и нам нужно пытаться помочь, а не пытаться играть без него. Мы просто решили пойти от обратного. Сжечь все мосты и максимально довериться друг другу. То есть неважно, там, человек играет плохо на этом герое, если он хочет, давайте его пикать на ФП просто будем пикать. И у нас все прям резко изменилось вообще, я помню. После этого вот момента мы вообще намного стали лучше играть, намного больше стали друг другу доверять. И драфты сразу стали более верующими, потому что уже не было такого, что я там что-то говорю, а мне сразу говорят, это херня, там, не, ну, это такое. Я там больше слышу фраз, типа, ну, да, мне нравится, там, заебись. И я такой, блин, ну, если нравится, то и я как-то начинаю сам это еще больше верить и так далее. Ну, в общем, это вот так и работает. Вот слова поддержки очень важны. У нас появилась вера в себя, вера в других игроков. Нам просто было по кайфу играть друг с другом уже. А до этого я прям этого не ощущал. Вот это с начала приезда в Сербию. Вот с Эриада все пошло вверх. Я считаю, что это была вот отправная точка, этот диалог. Хоть мы заняли там 2-е место, мы получили очень большое удовольствие, вот, играя против MLGD, против Secret. Мы даже хоть и проиграли, это был просто такой позитивный для нас турнир, что даже проиграв, мы были максимально довольными собой, то, как мы начали играть, почувствовали, что можем вернуть свою форму, почувствовали уверенность в каждом тиммейте. В целом, в общем, все там было здорово, мы очень классно проводили время, мы стали как-то такой прям дружной, сплоченной командой, мы там о многом порассказывали. Вот эта комбинация поездки на турнир в Саудовскую Аравию с вот этим небольшим, скажем так, отпуском, который у нас был в Израиле, причем он был командный, я такого, честно говоря, мало, в принципе, где видела, потому что вот мы приехали в Израиль, подались на визы, и у ребят было там 4, по-моему, или 5 дней даже до того, как они получили паспорта. И они все время проводили вместе. Ходили вместе, гуляли, я не знаю, шопились на море, там, в бар, в караоке. Ну, это реально их как-то более сплотило. Плюс результат Саудовской Аравии у нас был хороший. И мне кажется, что именно сумма всех этих факторов помогла им выиграть мажор. Я бы не сказал, что мы приехали туда за первым местом. Ну как, ты всегда приезжаешь в турнир, надеешься на лучшее, рассчитываешь, но вот как-то не было такого, что мы едем как очевидный фаворит. В группах у нас не прям все тоже гладко было, но мы делали выводы, как обычно на турнире, по пикам, по игре. Ну, просто рабочая атмосфера, понемножку, по чуть-чуть улучшали игру. В итоге мы как-то нашли в себе силы переключиться. Ну и играли мы тогда хорошо уже после этого турнира в Рияде. Мы продолжали следовать тем решениям, которые мы приняли еще на Рияде. Саня показывал невероятный перформанс вместе с Ильей там уровня игры. То есть все расслабились в хорошем смысле, то есть сбросили какой-то груз со своей башки, просто отлично играли. То есть все получалось. Что бы ты там ни брал, все получалось абсолютно. В общем, мы выглядели прям как вот отличная команда, которая реально вот верит друг в друга и готова побеждать. Так, собственно, и получилось. Да и вообще мы все прошли прямым инвайтом на Инт. Это было офигенное чувство. Это такое вот прям умиротворение. Ну, короче, как будто мы снова влюбились друг в друга. Пойдет. Вот. И все. И начали намного лучше друг к другу прислушиваться. Отпуск получился у нас месячным. Это достаточно большой отпуск. Провели его все ребята по-разному. Кто-то никуда не ездил и сидел, играл в игры в какие-то, и в доту играл. Кто-то за весь месяц вообще ни разу не включил доту, да, как тот же Ярик. То есть, когда, например, спрашивал у Мипошки, он говорил о том, что он бы еще неделю отдохнул. А когда он занял топ-16, он говорил о том, что отпуск был слишком длинный. Ну,
Кто-то, наоборот, говорил о том, еще мне 15 числа писал уже, что хватит отдыхать, давайте что-то где-то играть и прочее, прочее, прочее. Лично за себя могу сказать, что я мало времени уделил отпуску. То есть я хотел подойти к буткемпу максимально готовым, чтобы не было такого, чтобы я вкатывался. Но, как оказалось, этого было слишком много доты у меня было. В итоге я вкатился, но проблемы, которые у нас были, они никуда не ушли. Мы вернулись это в 20-х числах сентября уже паблики играть в Сербию и сразу полетели на буткемп в Кенту. Мы приехали в Куала-Лумпур, классный город, классный буткемп, мне все понравилось. Классный дом, в котором мы жили. Все было очень круто. Как я помню, у меня просто были такие ощущения, то, что вот мы до сих пор находимся в хорошей форме, судя по тому, что мы выиграли мажор. Я был максимально уверен в себе. Но после того, как мы начали уже играть именно КВшки на буткемпе, я потихоньку так начинал тоже уже сомневаться, то, что у нас опять все не идет. Я бы не сказал, что это чья-то вина, потому что я не могу это судить, потому что это новый патч был. Он достаточно кардинально поменял пул героев на керри, на 4, даже на мид. И мы все пытались на ходу быстро собрать, быстро наиграть, быстро ввести в пул. И если бы не то, как протекал буткемп, я думаю, у нас бы получилось это все за этот промежуток времени натренить. Но половину буткемпа мы занимались тем, что мы выясняли отношения. В этот раз, по большей части, это было связано с магой. Очень тяжело было играть в такой атмосфере. Наверное, в тот момент я начал немного теряться, потому что я уже пытался не играть в свою лучшую игру, я пытался сделать так, чтобы мага не высказывал недовольства. Я на это все смотрю в ахуе. Я как-то пытаюсь это все поначалу собрать, говорить, что, ребят, все нормально, сейчас выиграем, Мира, пойдем играть со мной, все будет хорошо. Но в итоге меня не хватило банально. Было как-то излишне много негатива, нытье какое-то постоянно просачивалось. Вот такое чувство было, будто люди приехали не отдохнувшими, а будто мы неделю назад 2 турнира подряд фигачили. В один момент мы это поняли, мы такие, парни, что-то вообще какая-то у нас атмосфера накаленная, хреновая, давайте попытаемся как-то это все обсудить, разрешить. Мы действительно попытались, собрались в круг, что-то начали рассказывать о своих проблемах, и действительно было каждому что сказать. Просто старались двигаться дальше и как-то верить в то, что у нас все равно все получится, несмотря на даже, может, не настолько продуктивный буткемп, как, например, на Томменте, где мы выиграли где-то 80% КВ. Тут мы, наверное, выиграли, 50. К последним дням, мне казалось, мы уже хорошо разыгрались, у нас уже все получается, и процент побед, наверное, тоже уже был хороший, с неплохими командами. В общем, к турниру мы уже и сюда приехали, играли пару дней КВ. Здесь, в Сингапуре, тоже были хорошие игры. Мне кажется, мы тут, ладно, не быть голословным, но, может, 1-2 КВ проиграли из того, что вообще приехали, и остальное все выиграли, причем выиграли так очень уверенно. Казалось, что все довольно работает, все нормально. От нас, наверное, ждали, что мы фавориты, будем все игры выигрывать и будем играть исключительно на победу. И мы сами, наверное, от себя этого ждали. А после того, как ты вроде как приезжаешь оправдывать ожидания свои или еще кого-то, вместо того, чтобы показывать просто хорошую, качественную игру и где-то проигрываешь, как-то какой-то надлом, что ли, происходит. Я не знаю, как сказать, какая-то уверенность в чем-то теряется. Я в жизни не помню, чтобы столько было тимтолков, как на этом интернешнале. Их было столько много, и уже ценность их как таковая теряется, все уже и в полухо слушают. Какое-то было ощущение, что, поскорее бы все это закончилось. Просто поскорее бы все это закончилось. Турнир и все остальное, чтобы он закончился, да, и как говорится, в новую жизнь. То есть не было никаких сверхусилий не было. Вот так скажу. Во все турниры, которые мы выиграли, везде были сверхусилия. Во все. Ото всех, от 1, от 2, от 5 человек, от почти всех. Но были сверхусилия. На этом турнире и на этом буткемпе не было ни от кого абсолютно никаких сверхусилий. Закономерность поражения в том, что именно в последней серии были те же самые проблемы, которые уже продолжительное время, да, еще из буткемпа, они были уже в команде. Недостаток колов в early game. Или лишние авантюрные тоже движения, например. Колы, да, колы бывают хорошие и плохие. Хороших было недостаточно, а плохие были. Это все вместе
складывается, и вы проигрываете игру. Ну, очевидно, мы не смогли справиться с этими проблемами. Очевидно, что с каждым этим поражением, на самом деле, степень, типа, неуверенности, она только росла. И, типа, к последнему бо-1 они уже подошли, я давно такого не слышала, я сидела и слушала TeamSpeak. И я думала, боже, ну почему, типа, они все были супер неуверенные. Я помню тот инт, я точно так же слушала TeamSpeak, и я помню, там, Саня мог один просто на вере, там, форсить всех идти, и, там, бить трон, несмотря ни на что, идти что-то делать. Не было этого. Саша, типа, на этом инте. Не было такой уверенности в Илье. Типа, у них как будто бы друг друга веры не было. И они как будто бы были настолько напуганы. После поражения мы особо много не говорили друг с другом, все понимали, какие факторы были как бы чизовыми, что за нами это все тянулось, почему мы проиграли. То есть мы банально не играли в доту, а мы больше разбирались между своими отношениями. Поражение перенесли все по-разному. Я перенес его сложно. Все сложно, мне кажется, перенесли. И это такой удар, который ты не ожидаешь, что это произойдет, ты надеешься на лучшее, но при этом это происходит, и тебе сложно как-то это принять, осознать, но прошло сколько, 2-3 дня, и я понимаю, что это максимально заслуженное поражение с учетом того, что мы вообще не готовы, просто банально не готовы к этому турниру были. Я считаю, что мы все сделали правильно. Возможно, где-то просто не на свои 100%. В любом случае, это наш опыт, и в будущем я 100% учту все эти факторы, и, возможно, где-то буду более активна. Это как в песне Линкин Парка. Ты так старался, я столько всего делал, но в конце концов это не важно. Я думаю, что вот даже вот все эти конфликты никак не влияли на наши человеческие отношения, даже, можно сказать, дружбу. И я очень рад, что мы, в принципе, такими и остались. Как бы там ни сложилось, вообще вот сейчас уже, да, как бы оно не вышло, могу сказать, что это путешествие в 2 года, это было лучшее путешествие в моей жизни на данный момент. Я невероятно благодарен всем людям, с кем я работал, вот, и буду продолжать работать, безусловно. И от этого тоже есть еще обратная отдача. Совершенно не представляю, то есть голова очень плохо соображает вообще, что будет дальше, да, как это все будет происходить, как решать какие-то проблемы, потому что к каждому из людей, которые находились рядом со мной эти 2 года, я питаю прям такую огромную братскую любовь. Как бы дальше ни повернулось, ребята, я вам всем очень благодарен. Я благодарен своему второму менеджеру Руслане, Айрату. Это было круто. Будет ли так круто еще раз? Не знаю. Посмотрим.